Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту неделю. Сразу скажу, что у нас здесь нет новолуний, полнолуний. У нас, я бы сказала, продолжение всех тех дел, которые начались у нас в марте и начало апреля. Поэтому здесь активное, продуктивное время, тем не менее. Но на этой неделе будут сходить на нет наши ссоры, скандалы, конфликты. С начала недели буквально начинает распадаться квадратура Юпитера с Солнцем, поэтому постарайтесь в начале недели не входить ни в какие судебные процессы, как-то эту историю отложить, потому что буквально первую половину недели он будет активен, этот аспект, вторую половину недели он уже угасает. Поэтому все лучше будет урегулирование вопросов. Также у нас активен аспект Марс с Ураном, гармоничный аспект, когда можно сделать очень много, деятельный аспект, аспект движения в новое, креативных действий, аспект Творца, когда мы можем что-то изобрести. Все инженеры быстренько поднимаемся и что-то делаем, математики, астрологи в том числе. И могу сказать, что начало недели будет такое очень яркое, потому что Луна у нас в Стрельце, и если вы увидите очень много аспектов, красный в моей программе – это гармоничный аспект, а черный – это напряженный. Поэтому вы видите, сколько активных аспектов у нас идет от Луны к Марсу, к Нептуну, Сатурну, а это в прямом смысле движение в сторону недвижимости, движение в целом в пользу работы, активности, деятельности, заработка, большего заработка. Здесь же сложно будет, конечно, идти в новое, такое противостояние некое, да, что как-то мы не хотели этого начинать, но тем не менее двигайтесь вперед в новое, новый размах, новый ход. Венера при всем при этом тоже в гармоничных аспектах к кармическим узлам, поэтому если вы будете жить посредством, да, не тратить, не транжирить, наоборот, копить, созидать, к концу недели Венера сходится в потрясающий гармоничный аспект с Юпитером, когда захочется все-таки вложить деньги в нечто такое интересное, в комфорт, в недвижимость, либо будет потрачено на свои нужды, которые давным-давно хотелось сделать. Всю неделю у нас точно так же гармоничный аспект Сатурна с Плутоном. Это аспект движения мощных сделок, финансов. То есть нам нужно на этой неделе, и могу сказать, что становится, конечно, слабее этот аспект, потому что ближе к маю Сатурну перейдет вообще в другую декаду Овна, но тем не менее весь апрель до конца очень хороший вот этот аспект Сатурн с Плутоном. Большие сделки, переговоры, решение своих каких-то вопросов в пользу своих денег. То есть побеждать будет тот, кто сильнее умеет договариваться, приложить нужную бумажку, нужный документ, привести веские доводы и аргументы. Но опять же, велика вероятность испортить свою репутацию на этой неделе. Поэтому здесь вот этот аспект напряженный Юпитера с Венерой, конечно же, было бы очень хорошо прямо-таки понимать, что можно потерять свое красивое лицо, испортить репутацию, выйти на большие ссоры, скандалы. Поэтому останавливайте себя, если вы входите в какой-то азарт. Тем более останавливайте себя в бытовых отношениях, дома с родственниками. Очень сильно захочется сказать все, что вы думаете, потому что Солнце у нас находится в Овне, а это тот знак зодиака, который может говорить все то, что он думает, не задумываясь о том, какой здесь будет эффект. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте аккуратны со своими словами. Правда, это хорошо, но на этой неделе лучше обходить острые углы. Чувство справедливости или несправедливости будет зашкаливать, но все-таки вот
потерпите. Вот дальше, следующая неделя, там можете говорить все, что вы хотите, или даже к концу недели вам будет казаться, что это правда, но уже не будет внутреннего такого запала это сказать, потому что спокойствие придет, а где спокойствие, там и продуктивность, и результат. Поэтому не спорьте просто так. В целом неделя продуктивная для своих финансов, решения дел, поиска работы и новая работа. Но опять же, всю неделю и вообще всю весну, все те, кто смотрел гороскопы на 3 месяца, я в каждом гороскопе для каждого знака зодиака говорила, что, дорогие мои, время для того, чтобы вкладывать свои деньги и тратить свои деньги только на нужные вещи. Глупости убираем, все вот эти легкие истории, кого-то удивить, кого-то поразить, убираем, кому-то что-то доказать, особенно на этой неделе. Не надо с точки зрения своих финансов. Действиями, да, но финансами нет. И если смотреть каждый день, то начиная с понедельника эта неделя очень продуктивная, очень продуктивная. Луна у нас в знаке Стрельца в гармоничных аспектах с Плутоном, с Марсом, с Нептуном, с Сатурном. То есть это движение к своим деньгам, урегулированию спорных вопросов, решаетесь на недвижимость, на переезд, на работу, на новую, на большие какие-то финансы, понимаете, почему у вас не происходил этот скачок рост, потому что неделя очень хороша для скачка, для какого-то такого нового уровня, для новых задач, и если не будет взята эта планка, то будет такое ощущение, что как-то мне недостаточно, и захочется всех вокруг обвинить, потому что, опять же говорю, аспект напряженный Юпитера к Солнцу – это всегда наша нереализованность, которая вытекает в противоречия, споры, скандалы и конфликты. Поэтому вместо того, чтобы кому-то что-то предъявить, прямо себе скажите, что мы не сделали. Вот, идем дальше. 7 апреля Луна у нас по-прежнему в знаке Стрельца, но Луна в соединении с Лилит. То есть вечер 6 апреля понедельник и первая половина дня вторника 7 апреля Луна в соединении с Лилит, и Луна становится в квадратуру с Меркурием. При всем при этом здесь будут сложности коммуникации, достижения, чего вы хотели сделать, потому что Луна в Стрельце – это когда мы хотим сделать многое, в нас много огня, реакции такие быстрые, нам хочется такого высокого полета, масштабирования, деятельности. Этим всем нужно заниматься в понедельник однозначно. Во вторник станет немножечко страшно и лень договариваться с кем-то, потому что Меркурий у нас идет в знаке Рыбы. И если это не какая-то творческая работа, легкая работа, такая мотивационная работа, да, то есть если это не мотивирует нас дела, тогда здесь будет лень. Поэтому запланируйте себе мотивацию, движение вперед, рост. Хотя, опять же, движение вперед, рост, Меркурий сходится в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому без роста, без мотивации сложно будет что-то делать. Поэтому ищите мотивацию для того, чтобы урегулировать свои вопросы. 8 апреля, среда. Луна первую половину дня в Стрельце, во второй половине дня в Козероге. И вы уже видите множество напряженных аспектов у Луны. И здесь в квадратуре с Меркурием, с Марсом, с Нептуном. И во второй половине дня будет еще квадратура с Сатурном. Это квадратуры, это говорит о том, что дела будут идти сложнее. Нам нужно выдержать напряжение для того, чтобы решить наши дела. Напряжение какое? Своей лени однозначно. Нам захочется напрягаться, не захочется напрягаться, потому что у нас, собственно, Марс переходит в знак Овна буквально 9 апреля, и до этого он еще в последних градусах Рыб. И эта история такая ленная, это вообще история не Марса в Рыбах, да, и еще в этот момент Луна в квадратуре с Марсом, когда не хочется ничего делать, когда хочется лежать, но при всем при этом, если это какие-то такие сверхбольшие задачи, мощные, глобальные, делать хочется. Поэтому здесь делайте большие мощные задачи. Опять же, ищите свою мотивацию к действию, потому что если все-таки, потому что Луна в Стрельце – это всегда такой знак зодиака, если у нас нет плана на жизнь, то мы ничего делать не будем. То есть Стрелец – это такой знак зодиака, который будет лежать
на диване, если у него нет плана. Как отличить стрельца, который куда-то движется, от лежащего на диване? А у одного есть цель, у другого целей нет, и от этого все проблемы. Настоящий стрелец, он даже обозначается с вектором, стрелочкой, то есть должен быть всегда вектор движения. Поэтому, мои дорогие стрельцы, если вы меня сейчас смотрите, напишите себе план четкий к действию для того, чтобы реализовывать. Это, как говорится, желательно еще такой с мотивационной картинкой. Козерогу эта история особо-то не нужна. Козерог и так все понятно считает, уже просчитано, уже написано, уже к выполнению. Но опять же, вот сейчас скажут, почему про другие знаки не говорю? Потому что вот здесь среда будет очень такая напряженная для стрельцов. Для козерогов эта история будет очень хорошая. Но опять же, те козероги, у кого есть план. Если есть план, будет напряжение, но вы все равно будете идти, двигаться вперед. И да, на 8 апреля хороший день решать сложные задачи с точки зрения долгов. Отдавать долги – это всегда сложная задача, но после этого приходит облегчение. Решать все те моменты, которые мы не доделали ранее. Вот прям в среду желательно вот эту всю историю определите. И тем не менее, благодаря этому мы пойдем вперед. Не нужно тормозить, долго думать, потому что Марс и так неактивный. И здесь, если очень сильно долго думать, можно вообще потерять мотивацию, устать и сказать: я устал, я ухожу. А у нас следующий день 9 апреля, 9 апреля это четверг, очень хороший день. Луна в Козероге, да, Луна в Козероге, но гармоничный аспект с Венерой. Гармоничный аспект с Венерой, хоть и оппозиция с Юпитером во второй половине дня, но тем не менее это движение вперед, это рост, это когда вот Луна в Козероге и Венера в Тельце, два земных приземленных знака. Если ваши вопросы финансовые, если же у вас какие-то бьюти-процедуры в четверг, тоже хорошо. Менять образ, имидж, облик, тоже хорошая история. Здесь уже распадается аспект у нас Венеры с Плутоном, то есть уходит это напряжение первой недели апреля. Поэтому здесь, конечно же, очень хороша продуктивность, движение вперед в рост. Очень хороший день для того, чтобы наладить связь, коммуникацию, построить долгосрочные отношения, стабильные отношения, без вот таких вот иллюзорных эмоций, да. Когда вам в отношениях понятно, комфортно, стабильно, и вы уверены в завтрашнем дне. То есть это такая нормальная история. Луна в Козероге, конечно, здесь мы терпим определенные неудобства, но Венера в Тельце – это прям ее место, это прям когда хорошо, когда нам с партнером хорошо. То есть Венера в Тельце – хорошие показатели для построения отношений. Поэтому здесь гуляние, свидание. Если вы собрались искать себе спутника или спутницу на жизнь, здесь история очень хорошая для того, чтобы выбирать практично, прагматично. Эмоции – это прекрасно, это хорошо, но есть знаки зодиака, которые прекрасно таки сразу видят не эмоции. Я не говорю сейчас просто про расчет, да, потому что в расчет это такая история, когда в финансах начинается просадка, но мы почему-то начинаем смотреть сразу на другие наши ощущения, хорошо ли нам с человеком, нехорошо ли нам с человеком. Здесь история про то, что если вдруг финансы полетят вниз, останетесь ли вы с этим человеком? Вот про это. Хорошо ли вам с этим человеком и видите ли вы вообще совместную жизнь вместе? Четверг – хороший день для таких действий, принятия решений. Луна в квадратуре с Нептуном и с Сатурном. И это когда эмоции в нас, когда в нас и практичность, прагматичность, и расчет, но тем не менее планирование. В конечном итоге, когда эмоции уходят в отношениях, всегда через какой-то момент времени приходит бытовой настрой, то есть приходит рутина. И главное, вот кто умеет выдерживать эту рутину, как раз-таки здесь нужно четко эту историю понимать. Кто может долгое время прожить не в таких сладких картинках социальных сетей, тот в итоге в отношениях-то и выигрывает. И четверг – это очень хорошая история для этого. При всем при этом четверг – хорошая история для каких-то финансовых трат, вложений,
покупок, но опять же основательных, не для того, чтобы кого-то удивить, для того, чтобы купить себе нужную вещь, поменять внешний вид, облик, красоту, сменить имидж, костюм себе купить или платье. Очень хорошая здесь история покупок, которые вам будут нравиться, помогать и служить развитием. 10 апреля. Хотелось бы, чтобы этот день был радостный и веселый, но у нас Луна в Козероге и в квадратуре с Солнцем. Сложность заключается Луны в квадратуре с Солнцем, потому что наши эмоции, наши мироощущения и счастье, радости будут не в ладах, если говорить вот так простым языком. Плюсом еще Луна в оппозиции с Юпитером в первую половину дня уж точно, когда у нас много противоречий, мы не согласны, мы хотим спорить, мы конфликтовать хотим, мы недовольны, и мы хотим каких-то быстрых результатов и успехов, но у нас почему-то не получается. На этот случай вторая половина дня пятницы 10 апреля будет гораздо интереснее, потому что распадается оппозиция Луны с Юпитером и распадается квадратура Солнца с Луной. Поэтому вечер пятницы Луна по-прежнему в Козероге, но тем не менее в гармоничном аспекте с Меркурием, становится в гармоничном аспекте с Марсом, Нептуном и Сатурном, а это очень хорошие истории финансовых сделок, подписаний договоров, заключения сделок по недвижимости, очень хорошая история приобретения автомобиля сюда же, и если это настроение в пятницу, например, у вас не получится во второй половине дня, то суббота, 11 апреля, потрясающий для этого день. Подписывать сделки, договора, приобретения, покупки, продажи недвижимости, автомобиля, новая работа, ходить на собеседование, в том числе запускать какой-то новый большой мощный глобальный проект, сюда же очень хорошо. Здесь встретиться с друзьями, группой единомышленников, что-то такое интересное, новое придумать. Хороший, классный день, тоже 11 апреля для этого, несмотря на то, что Луна в Водолее, но при всем при этом Луна еще в соединении с Плутоном. Вот меня этот аспект не пугает, многих пугает. Это аспект такой большой внутренней силы, когда нам приходится не то, что новый уровень брать, когда нужно переродиться для какой-то своей новой цели, для какого-то своего нового плана. Поэтому здесь, дорогие, понимайте, что легкие истории вам просто будут неинтересны, новая какая-то сложная работа, какая-то новая сделка, к этому нужно быть готовы. Подписанные договора в этот день, они будут максимально сильными, и если вы на момент подписания договора вторую половину пятницы 10 апреля и в субботу 11 апреля где-то не готовы, то в момент, потому что транзит на эту сделку, вот эта дата, то у вас получается, что вы будете постоянно расти, трансформироваться и изменяться. То есть вы будете постоянно выживать. То есть, а это самый главный основной закон эволюции. И от вашего умения выживать будут зависеть ваши финансы, ваша позиция в обществе в социальном плане, ваши эмоции, ваши действия, ваше стремление в будущее, ваша изобретательность. И я могу сказать, что если вы все-таки наигрались на своих прошлых позициях, неважно здесь личная жизнь, отношения, работа, вот про работу очень хорошая история, про личную жизнь, отношения, все-таки заключать брак 11 апреля такое себе, постоянно вот так очень жестко меняться в отношениях, еще и когда Луна в Водолее, только если у вас такие, вы прекрасно понимаете, что вы женитесь на аспекте, когда вы всю жизнь будете друзьями, то есть это максимальное взаимопонимание, вы воспринимаете друг друга как большая глобальная мощная дружба. Если же у вас дисцендент в Водолее или же асцендент во Льве, тогда эта история вам подходит. Тогда эта история вам подходит, да. Но опять же, если эта история вам подходит, значит у вас, сейчас буду опять очень туда зайду, все расскажу, либо Луна с Плутоном в 6-м доме получается, либо в 7-м доме. В 7-м доме трансформационный брак, отличная история, а в 6-м доме
Ну, финансовая история тоже неплохо, в принципе, опять же, для тех людей, кто готов. Понимаете, я о чем говорю? Идем дальше. 12 апреля, в воскресенье, Луна в Водолее, но при всем при этом в квадратуре с Венерой. Венера при всем при этом в гармоничном аспекте с Юпитером. Вот Венера с Юпитером гармоничный аспект. Почти распалась квадратура Юпитера с Солнцем, мы уже не конфликтуем, мы уже не ворчим, не ругаемся, не ищем ссоры, скандалы, конфликты. Мы уже хотим созидать, то есть Венера с Юпитером – это история созидания, когда нам хочется творить, когда нам хочется что-то полезное сделать. То есть это такая очень хорошая история. Но вот Луна в квадратуре с Венерой, когда нам хочется ругаться с женщинами или с женщиной. Не очень удачный для этого день. Выстраивать, скажем так, отношения с женщинами, с мамой, с сестрой, с женой, с подругой будет сложно. Поэтому здесь будет максимальное такое напряжение. Постарайтесь не напрягать и не напрягаться. Вот, и тогда будет хорошо. Неудачная история выходить из отношений, сказать: я устал, я устал, я ухожу, мне это все надоело, хочу легкости, свободы. Не надо так делать, хотя очень многие и захотят. И 13 апреля эта история продолжится, потому что Луна перейдет, Луна будет в Водолее, но в квадратуре с Ураном. Поэтому постарайтесь 12 апреля не ругаться в бытовых каких-то своих историях. Продолжайте продуктивные дела. Если вы на этой неделе собрались решать какие-то вопросы по автомобилю, по недвижимости, даже с переездом к концу недели потрясающая, очень-таки классная история будет, особенно на следующих выходных, поэтому здесь таки понимайте это. В напряжении будет идти первую половину недели до четверга переезд. Сохраняйте свои отношения, не уходите в закат, потому что напряжение определенное, оно такое бывает, но это же не навсегда. Поэтому сохраняйте отношения, сделайте как можно больше продуктивных дел, закройте долги, решите вопросы, связанные с финансами, связанные с работой в вашей голове. Неделя не для того, чтобы ругаться, наводить там какие-то и разбирательства в своей жизни, в личных, профессиональных и тем не менее. Но, опять же, от своего на этой неделе уступать нельзя, за свое нужно держаться и иметь четкую такую продуктивную позицию насчет своего. Вот такой гороскоп на этой неделе. Постарайтесь быть активными, честными. Максималисты, да, это очень хорошая история. Не отступайте от своего, но понимайте, иногда возможно, нужно сделать маленький шажочек назад для того, чтобы перехватить дыхание и потом сделать большой, мощный старт. На этой неделе могу сказать, что можно немножечко вот так вот подрасслабиться, немножко отпустить где-то ситуацию, где очень сильно напряженно идет, потому что у нас следом следующая неделя. И вот если говорить с 13, 14, 15 апреля, вот у нас 14, 15, 16, 17 и там у нас новолуние, то есть вот эти дни будут максимально продуктивными. Поэтому если вам хочется немножечко где-то отдохнуть, посмотрите, в какие дни, собственно, на этой неделе, да, с 6 по 12 апреля можно это сделать, а это где-то на четверг 9 апреля можно немножечко дыхание перехватить, ну, либо же суббота, такие дни немножечко расслабления. Вот такой гороскоп. Дорогие, если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Это общий гороскоп, построенный на общих транзитах. Естественно, у каждого из нас может быть гораздо больше, у кого-то вообще никак не проиграться, все зависит от того, что мы делаем в этой жизни. Если мы просто смотрим гороскопы и ничего не делаем, тогда это красивая сказка для того, чтобы послушать мой тембр голоса. А если мы послушали и начинаем что-то прям активно делать, тогда это приводит нас к результату. Ну что, дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам потрясающей недели и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.